Спешу на лай, он там в лагу на сучьях клочья от фуфайки, вставляя пули на бегу, я слышу, звери взяли лайки. Измят малинник, свален пень, борьба в таежном полумраке, в седых вершинах гаснет день. Чем зло медведь, слабей собаки. Свирепый, быстрый, как снаряд, раскрыта пасть, прижаты уши. Да злым огнем горят глаза, он ревом лай собачий глушит. Вот близок он, стрелять пора, я подскользнулся вверх дуплечу, и темно-бурая гора сдавила мне до боли плечи. Спасибо лайкам, уцелел. Вновь зарядил, пока держали, победный выстрел прогремел. Я закурил, собаки рано залезали. Доброе утро, друзья! Сегодня 13 ноября, 22 год, на календаре воскресенье. И сегодня день охотников и рыболовов. Друзья, меня зовут Денис, и вы на моем канале «Жизнь за чертой города». Спасибо, что заходите, спасибо, что смотрите. Конечно, отдельная благодарность за то, что пишете мне комментарии и общаетесь со мной. Ну а для тех, кто только сегодня попал на мой канал и смотрит это видео, скажу, что я живу в Сибири, в Кемеровской области. На юге Кузбасса есть маленький городок, за которым расположен маленький поселок, а на опушке тайги за этим поселком маленький населенный пункт под названием Березка, в котором я и проживаю. И вот это, друзья, опушка тайги, которую я вам сейчас показываю. И погода в Сибири, друзья, очень веселая. Я не знаю даже, как сказать, сарказм это или нет, но вы посмотрите, какая красота. У нас настоящая метель. На улице 0 градусов, и сегодня действительно прогноз погоды нам озвучивал метель. На улице очень много снега. Я надел обувь с высоким взъемом, чтобы снег не попал, не намочил мне ноги, и вышел прогуляться с вами вместе вот на опушку тайги. Давайте с вами походим и пообщаемся. Вчера, друзья, я получил от вас очень много комментариев, спасибо вам большое. И один комментарий написали, что у нас цветут розы, а у вас настоящая зима. Да, действительно, друзья, вот тем и славится наша необъятная Россия, тем, что в каком-то регионе еще достаточно тепло, цветут цветы, а у меня, видите, в Сибири настоящая снежная зима. Я считаю, что это отлично. Если бы у всех было все одинаково, то было бы, наверное, неинтересно смотреть и слушать, потому что за окном бы у вас было то же самое, что и у меня. В этом мы с вами и отличаемся. Разные часовые пояса, разные климатические зоны. В этом вся и прелесть. Друзья, глядя сегодня на снежную тайгу, я как будто бы здесь опять оказался впервые, хотя здесь я бываю каждый день. Видите, пейзажи из-за погоды всегда разные. То здесь зелено, то здесь из-за желтой сухой осени серые цвета, а сегодня белоснежные оттенки. Я хожу, и хрустит под ногами снег, снег влажноватый. И маленький снеговичок, которого вы видели в самом начале видео, был слеплен
в знак того, что сегодня много снега, он мокрый. И детвора сегодня, я думаю, во многих дворах будет лепить снеговиков. Видите, какой снег. Друзья, сегодня православная церковь отмечает День памяти иноков Спиридона и Никодима. Преподобные, друзья, Спиридон и Никодим были иноками в Киево-Печерском монастыре, которые на протяжении 30 лет в XII веке исполняли свое послушание, пекли просфоры для богослужений. Если вы помните, знаете, просфоры такие маленькие кусочки хлебушка, когда причащаешься, тебе дают вот эту просфорочку. Преподобный Никон, благочестивый и трудолюбивый инок, во всем следовал своему наставнику и сподвижнику святому Спиридону. О преподобном Спиридоне рассказывается, что он пришел в обитель уже немолодым человеком и стал вести здесь суровую монашескую жизнь, постоянно пребывая в посте и в молитве. Поселившись в пекарне, святой Спиридон сопровождал свой труд непрестанной молитвой и пением псалмов, положив за правило, от которого ни разу не отступил, в течение дня пропеть всю псалтырь. Существует легенда, когда святой чудесным образом потушил загоревшуюся пекарню. Он закрыл своей монашеской мантией устье печи и, протянув рукава власяницы, поспешил к колодцу, наполнил власяницу водой, которой оказалось достаточно, чтобы потушить разбушевавшийся огонь. При этом его мантия осталась целой и невредимой. Этот эпизод, друзья, послужил основой тому, что при пожаре люди молятся преподобному Спиридону Просфорнику, как его стали величать крестьяне. А древние славяне, как 12 ноября, вчера и сегодня, 13 числа, отмечали праздник рыбаков и охотников. Он еще назывался Юровая. Дата празднования, друзья, я вчера вам об этом говорил, меняется в зависимости от региона. В народе вчера отмечали День охотников в северных регионах, а вот сегодня еще добавился праздник рыбака. Ну вот, друзья, Тая, охотница, поймала мышку. Вот где вот она ее нашла, видите, играет ей. Ну вот, можно сказать, что мои собаки тоже стали причастны к сегодняшнему празднику. Охотники и рыболовы, друзья, отправлялись на промысел в надежде вернуться не с пустыми руками. Если охота будет удачной, то фортуна будет улыбаться на протяжении всего года. Если в южных областях мужчины отправлялись на промысел на день, то есть утром уходили, а вечером возвращались, то в северных регионах охотники уходили на целые месяцы. Я тоже вчера вам, друзья, об этом говорил, что этот промысел достаточно непростой, и таким охотникам устраивали большие почести, когда провожали их на этот промысел. Созывали гостей, пекли пироги, накрывали на стол, ставили пиво домашнее сваренное, тем самым обеспечивали хорошие проводы своим мужьям, друзьям, соседям, братьям и так далее. А еще, друзья, крестьяне накануне Кузьминок, которые будут завтра, 14 ноября, беспокоились о домашней птице. Кур переводили в зимние закутки слабых и старых птиц, метили, утепляли курятники или строили специальные сарайчики, куда куры могли спрятаться в случае непогоды, морозов и холодов.
Пойдемте, друзья, вниз с вами спустимся. Мне очень интересно, как там сейчас выглядит тайга вот у замерзшего ручья. Продолжу, друзья. Хозяева отбирали для убоя совсем слабую птицу из куриного мяса, варили бульон, готовили котлеты, пироги с куриным мясом, которые назывались в народе курники. Мы все их знаем. Эх, снегопад, снегопад. Снег тяжелый, и ветки, смотрите, провисают, а когда их отряхиваешь, они выпрямляются. Вот видите? Друзья, ну и, конечно же, крестьяне с давних времен в каких-то поступках, проявлениях природных видели определенные знаки и увязывали их в народные приметы. Например, если сегодня начал петь снегирь, значит, скоро уже наступит зима. Охотники обращали внимание, если медведь возвел берлогу на возвышенности, на горе, то весной будет половодье. Если сегодня в каких-то регионах погода ясная и солнечная, то в ближайшие дни похолодает и будет ветрено. Если чирикали громко воробушки, значит, это сулило оттепель. Если же наоборот, пение птиц сегодня не было слышно, значит, впереди крепкие морозы. Друзья, рыбакам сегодня, 13 ноября, ни в коем случае нельзя было ссориться. Стоит им поскандалить между собой, и всю зиму на всю зиму рыбалка будет испорчена. А первый улов рыбы нужно было продать, а на вырученные деньги купить свечи и поставить их в храме. Это служило залогом на последующую удачную рыбалку. Если хотите быть счастливым, друзья, то съешьте в этот день блюдо из курицы. Это обязательно, согласно древним писаниям, пошлет вам удачу. Наши предки, друзья, верили, что сегодня, 13 ноября, колдунам и магам, ведьмам намного проще наводить порчу или сглаз, поэтому простые люди в этот день были осторожны, не ходили гадать и не обращались к таким людям, боясь, что на них нашлют порчу. Ах ты, чуть собаки с ног меня не сбили. Друзья, если вы в этот день потеряли пуговицу, не дай бог, то это дурной знак. Вас кто-то сглазил. Об этом также говорят древние писания. Друзья, чтобы защитить себя сегодня от негативного воздействия, не надо обращаться к незнакомым людям с какой-либо просьбой, а также желательно положить в карман зеленую нитку. Носить ее весь день с собой, вечером, придя домой, ее нужно будет сжечь. Считалось, друзья, что в этот день нужно было хорошо выспаться. Те люди, которые это сделают, будут счастливы всю последующую жизнь. Ну а если в каких-то регионах сегодня шел дождь, то непогода затянется надолго. Еще одна, друзья, примета существует. Сновидения, приснившиеся сегодня в ночь на 13 ноября, сбудутся через 9 дней. Если имениннику приснится хороший сон, то весь год ему будет вести во всех делах. Вот такие, друзья, приметы подарили нам наши предки. А мы с вами прогулялись по опушке тайги. Честно говоря, не думал, что я сюда смогу пробраться, потому что снега на самом деле очень много. Вот вы видите, я ступаю в своих тяжелых снегоступах. Снег очень вязкий, но такая специфическая зарядка, она с утра бодрит. Сейчас я пойду почищу вот здесь вот снег, чтобы сюда было удобно спускаться. И вот этот настил для собак, видите, его весь забураненный, досок не видно. Я сейчас тоже буду расчищать.
А я, поднимаясь из тайги, друзья, вижу, что приехал Леонид. Он же теперь с правами и может сам приезжать. Я вам сейчас его покажу, и он с вами, друзья, поздоровается. Доброе утро. Доброе. А что ты отворачиваешься от телезрителей? Некогда. Я им сказал, что ты сейчас с ними поздороваешься. Доброе. Ах ты скромный. Погоду посмотреть. Погоду мы посмотрели. Погода снежная. Подвиньтесь, да? Вот они. Так а нам надо-то мешка 5, мешков 5, давай 6, наберем 6. Они 3 же мешка в топку кидают. В котел. Ну, можем мы все забрать. Я потом просто буду оттуда брать мешки и все, и работать с ними. Собаки не кормят, коренья едят. Корень, они сейчас мышку съели в тайге. Да, коренья едят. Что за хозяин? Хороший хозяин. Больше что же надо? Ну и все. Да? Конфеточек надо взять с собой Да. к чаю. Ну все. Ну как ты так вот идешь и... Как идешь, ну. Идешь и прям на камеру. Я уже показал его своим зрителям. Где-то глаз у него уже. Глаз, вот он. Вот он, глаз. Вот так. Снежный человек. Ну что ж, друзья, спасибо, что вы прогулялись сегодня со мной. Побыли хоть несколько минут, но все же провели в моей компании. Я вам очень за это благодарен. Ну а мы сейчас с Леонидом соберемся, поедем в город. У нас там есть рабочие дела, он мне поможет. Сегодня последний выходной день, завтра на работу. Нужно сегодня много успеть сделать. Дома топится печка, сварить нужно собакам, почистить снег. Поэтому дел очень на сегодня много. Друзья, я по-прежнему желаю вам провести сегодняшний день только с положительными приятными эмоциями и со знаком плюс, чтобы было что вспомнить только самые хорошие моменты. Спасибо, друзья, еще раз, что были со мной. Всех обнял, прижал, поцеловал. И говорю вам до свидания, до встречи. Забрал чашки у собак. Пойду сейчас чистить снег.